простите, мне очень хотелось бы привести еще один пример. Привести его? В одном из городов, где мне приходилось бывать довольно часто, я однажды в перерыве беседовал с молодым человеком. Ну, а время у нас сейчас интересное, переходное, и выбирать в буквальном смысле, то есть участвовать в выборах, приходится довольно часто. Вот и это было время какого-то очередного референдума. И молодой человек, судьба забросила его в милицию, хотя он программист и вынужден общаться вот с работниками местного МВД. И один из этих работников, поделился он со мной своим таким маленьким несчастьем. Один из этих работников, ну, видимо, уже пожилой человек, все время ругал гнилую интеллигенцию. Он говорит, вот все беды от гнилой интеллигенции. И тогда я вынужден был спросить, ну и что вы хотите? Он говорит, да вы хотите, например, помочь ему в личностном развитии, этому человеку, как-то направить его, как сказал бы Спиноза, его душу к большему совершенству или что-нибудь подобное. Он говорит, да нет, я бы хотел, чтобы он замолчал. Это называется перевести внешний диалог во внутренний. Попробуем это сделать. Представим себе, что этот молодой человек прошел некий маленький практикум по Келли и подходит вот к своему ворчуну-собеседнику, а тот все ворчит. Кстати говоря, он к любому из вас подойдет, он очень словоохотлив, и ему только волю, да, он постоянно будет вот говорить о своих эмоциональных оценках. И тогда, предположим, поставьте себя на место этого молодого человека, вы подходите к такому ворчуну и говорите, ну что? Он говорит, да, вот так, гнилая интеллигенция во всем виновата, все развалилось и так далее, и так далее. И тогда вы начинаете с чего? Простите, говорите вы, так какая все-таки интеллигенция? Как какая? Гнилая? Нет. Она вам нравится или не нравится? Вы работаете с конструктом эмоциональной оценки. Как нравится? Конечно, она не нравится. Кому она может нравиться? То есть она плохая. Она не нравится, плохая. Хорошо. А кто, тут важно найти антоним. А кто хороший? Она плохая. А кто хороший? Ну как кто хороший? Это сейчас все запутали. А вообще говоря, мы все знаем, кто хороший. Рабочий класс хороший, интеллигенция плохая. Она не нравится, рабочий класс нравится. Вот так. Очень хорошо. А еще какая интеллигенция? Как какая? Вот вы что-то говорили перед этим, простите, я мог подзабыть. Там еще было какое-то прилагательное. Он соображает, гнилая, что ли? Да, гнилая. А рабочий класс какой? Найдите антоним. И получается, что теперь этому человеку надо произнести слово «свежий». И факт состоит в том, что он замолчал, потому что теперь, я не буду говорить иностранных имен, но называется это когнитивный диссонанс, он попал в противоречие. Ему теперь трудно произнести подряд «хороший, свежий рабочий класс». Он теперь ходит и думает. Он теперь ходит и думает о том, что эмоциональные оценки – это одно, а то, к чему они относятся, это совершенно другое. Вот наше вступление на этом закончено, и мы, пожалуй, подведем такой итог. Гештальт-терапевт Фриц Перлс поможет нам подвести этот итог. Он говорит, эмоция необходима для такого принятия. Эмоция необходима для такого принятия, в скобочках, приспособления к
для такого принятия или в скобках приспособления к ситуации, для такого приспособления к ситуации, чтобы в ней можно было действовать. Чтобы в ней можно было действовать. Приспособление, здесь ключевое слово, эмоция, суть, адаптация к ситуации, чтобы в ней можно было действовать.